Глава 1371. Ожесточенная битва в пустыне. Лун Дун с легкостью уничтожил две зеленые тени и безмолвно махнул своим малиновым мечом. Внезапно меч растворился в темно-красном облаке кровавой сущности и вернулся в его ладони, где исчез. Он глубоко вздохнул, и его лицо стало темно-красным, а затем побледнело, словно он потерял много крови. Он быстро вынул алую бутылку из своего браслета и бросил алую таблетку в рот, после чего сразу же ускорился. В другом углу пустыни на вершине пустынной насыпи стояла молодая женщина в белом халате. В 10 метрах было 4 ледяных трупа. Ни на одном из тел не было ни одной раны. Они просто лежали там без малейших признаков жизни. Женщина погладила рукой по тонкой нефритовой бутылке, и на ее лице появилась милая загадочная улыбка. Внезапно ее тело взлетело в воздух в виде золотой полоски, и спустя несколько мгновений она исчезла. В радиусе нескольких километров в воздухе неоднократно вспыхивала лазурно-белая молния. В нескольких километрах от него за ним следовало черное облако. Хотя оно не выглядело очень быстрым, оно могло преследовать молнию независимо от расстояния. Погоня продолжалась пару сотен километров. Внезапно черное облако дрогнуло и исчезло. Мгновение спустя черное облако моргнуло вперед на полкилометра и продолжило преследование. Лазурно-белая молния прыгнула вперед и исчезла в белом свете. Она преодолела полкилометра и снова увеличила расстояние. Погоня продолжалась без устали. Конечно, крылатой фигурой с молнией был Хань Ли. Он сильно хмурился, и его взгляд выглядел мрачным. Не так давно он обнаружил, что старый даосистский священник гнался за ним в облаке черной ци. Он сразу же расправил свои грозовые крылья и активировал технику трансформации 9 ураганов на полную силу. Тем не менее, черное облако было не только удивительно быстрым, но и могло телепортироваться вперед. Оба были заперты в погоне, несмотря на огромное расстояние, которое они преодолели к этому времени. Хотя пустыня была обширна, в ней часто встречались чужеземные кланы. Если бы Хань Ли во время преследования привлек к себе внимание других кланов, это было бы для него чрезвычайно хлопотно. Кроме того, Хань Ли уже один раз использовал кровавое теневое уклонение и не хотел использовать его снова без крайней необходимости. Эта пустыня полна опасностей. Ему нужно сохранить свою жизненную силу, готовясь к тому, когда он пройдет южный горизонт. Похоже, у него не было другого выбора, кроме как сражаться с существом из клана теней. Существо клана теней овладело телом культиватора средней стадии пространственного закаливания, ясно иллюстрируя его высокое положение в клане теней. Скорее всего, он был красной тенью, существом, эквивалентным культиватору стадии пространственного закаливания. Будь это высокоранговое существо из другого клана, он бы немного боялся, но у него было много эффективных против них способностей. Хань Ли был уверен в победе против них. Кроме того, после того, как он вошел в город высшего неба, он успешно культивировал несколько техник и сокровищ, мощь которых ему еще предстояло проверить. Он полагал, что проверит их эффективность на этой красной тени. Подумав об этом, он еще раз телепортировался и внезапно остановился. В результате черное облако быстро оказалось в 300 метрах от Хань Ли. Кажется, облако планировало прямо наброситься на него. Это не стало неожиданностью. Благодаря самым мощным техникам клана теней те поглощали первичные души других кланов и могли непосредственно контролировать их тело. Они также могли использовать большинство техник контролируемого тела. Конечно, Хань Ли не собирался позволять тени приближаться к нему. Не говоря ни слова, он сложил руки и открыл их. В небе грянул гром. Молния размером с чашу вырвалась у него из рук прямо в надвигающееся черное облако. С визгом черная ци внезапно моргнула, исчезнув в ближайшей пространственной пустоте. Хань Ли холодно фыркнул, и у него на лбу внезапно открылась багровая тень. На лбу проявился глаза разрушения, и, вспыхнув черным светом, исчез. Грянул оглушительный разрыв, яростно сотрясший пространство на расстоянии 100 метров. Старый даосист, окутанный черной ци, расплылся и снова появился, закричав от удивления: «Глаз разрушения! Откуда у тебя эта способность?» Губы Хань Ли дернулись, но он молчал. Внезапно он сделал печать заклинания, выпустив плотный разряд молнии, и яростно атаковал старого даосиста, когда тот меньше всего этого ожидал. Старый даосист выругался и подумал увернуться, когда глаза Хань Ли вспыхнули ярким синим светом. Он мог только выдохнуть в ответ. Звук не был громким, но он чувствовал, как будто звон огромного колокольчика звенел в его голове. Он почувствовал разрывную боль в голове, и его тело замедлилось. Грянул гром. Золотая молния ударила в черную ци, распространив сквозь нее тысячи тонких дуг. В одно мгновение черная ци потеряла свою стабильность. В тот же момент из черной ци раздалось громкое лягушачье кваканье.
Черная ци вздымалась и сгущалась под старым даосистом, превратившись в странного двуглавого зверя со змеиными головами и телом лягушки. Все его 4 алых глаза уставились на Хань Ли. Хань Ли невольно замер при виде этого. Черная ци, защищавшая старого даосиста, на самом деле была трансформированным зверем. После удара молнии тело старого даосиста восстановилось, и он устрашающе посмотрел на Хань Ли. Хорошо, очень хорошо. Обычный культиватор стадии божественной трансформации смог потрясти мой разум. Эта способность была довольно удивительной, но попробуй использовать ее снова. Хань Ли нахмурился. Его мощная молния была поглощена странным зверем, а не существом клана теней. Если бы удар попал в тень, ему определенно бы пришел конец. Разумеется, Хань Ли не был настолько глуп, чтобы использовать свой шип разрушения души снова. Он был эффективен только при внезапной атаке. Поскольку душа теневого существа была сильнее его, это не оказало бы никакого влияния. Хань Ли больше ничего не сказал. Он поднял руку и указал рукой в направлении старого даосиста. Внезапно пространство над старым даосистом начало деформироваться, и появилась маленькая черная гора. Гора закрутилась в воздухе, резко увеличившись на 300 метров, и засверкала ярким серым светом. Старик изменился в лице и махнул рукавом. В следующее мгновение перед ним появился прозрачный кристаллический клинок длиной в полфута. Клинок рассек воздух, высвободив ослепительную полоску яркого света. Клац! Лезвие клинка яростно прорезало серые кольца и ударило в основание огромной горы. Раздался звук, как от удара гонга. Гора не двинулась с места, и полоска клинка исчезла. Лицо старика дрогнуло. Прежде чем он успел что-то сделать, Хань Ли протянул вторую руку с чисто белой ладонью. Он вытянул пальцы, выпустив 5 костяных черепов. Рядом со стариком сразу же появилось 5 огромных черепов. Они одновременно открыли рты и выплюнули ледяное пламя. Пламя слилось в пятицветный свет, мгновенно окутав старика. Старик сначала ухмыльнулся, но как только пламя приблизилось к нему, изменился в лице. Мириады красных полос вырвались из его тела, образуя барьер в форме красного лотоса. Лотос дрогнул, и радужное пламя рассеялось, не в силах приблизиться к старику. Выражение лица Хань Ли стало мрачным, и он сложил руки вместе. Он резко взревел, и внезапно его тело дико увеличилось в размерах и набросилось на красный лотос. В воздухе послышался резкий звон. Когда 5 черепов приблизились к краю красного лотоса, 5 ослепительных полос лезвия рассекли черепа, разделив их на 2 молнии. Вскоре малиновый лотос был полностью раскрылся. Радужное пламя было полностью погашено красным светом, и на лице старика снова появилось спокойное выражение. С громким призрачным воплем 5 расколотых черепов восстановились. Но они продолжали выть, словно держа старика в страхе. Хань Ли глубоко вздохнул и указал на свою черную гору вдалеке. Огромная гора загремела и рухнула прямо вниз. Пока огромная гора спускалась вниз, старик выглядел невозмутимым. Он просто топнул ногой по огромному зверю под ним. 2 змеиные головы широко раскрыли свои пасти и выплюнули густое красное пятно в огромную гору, которая падала на них. С треском огромная гора качнулась и начала падать в сторону. Хань Ли прищурился при виде этого, и его лицо стало неприглядным. 2 змеиные головы могли извергать свои языки с такой большой силой, что они могли сбить его гору божественной эссенции. Хань Ли мрачно потянулся к черной горе и 5 черепам, заставляя их исчезнуть. Черно-белый свет освещал его ладони, возвращая цвет их кожи в норму. «Хе-хе, у тебя много сокровищ, но ты бредишь, раз решил сражаться со мной с такой скудной магической силой. Похоже, твои козыри закончились. Просто отдай мне свое тело». Старик, казалось, начал терять терпение, но не предпринимал никаких действий. Вместо этого змеиные головы зверя пронзительно закричали. Невидимые волны, рассеянные вокруг них, распространялись на несколько километров. Радужный свет продолжал мигать поблизости, и вскоре изображения зверя начали принимать форму. Они были размером с большой холм, длиной около 10 метров. Каждый из них выглядел свирепым и сильным. Все они окружили Хань Ли и смотрели на него злыми глазами. Глава 1372. Мощь жуков. Иллюзорная техника. При виде этого Хань Ли был поражен, но сразу же взмахнул рукавами. Из рукавов сразу же вырвались десятки маленьких золотых мечей, паря вокруг него, как рыбы в воде, каждый из которых превратился в фут длиной в пятно. Он мысленно отдал им приказ, и каждый из них создал несколько копий себя, превращаясь в рой мечей. Золотой свет наполнил воздух. Полоски мечей обвились вокруг, разрезая зверей в радиусе 100 метров. Кровь зверя, вой и трупы заполнили окрестности Хань Ли.
На лице Хань Ли было серьезное выражение, будь то обратная связь от мечей или то, что он видел своими глазами, он чувствовал, что все это реально. Он не мог отличить эти иллюзии от реальности. Несмотря на его недоумение, на его лице ничего не было видно, и его мечи продолжали буйствовать, сохраняя его жизнь в безопасности. Стоя на вершине шэньского зверя, старик странно улыбнулся. Казалось, тысячи зверей окружали Хань Ли. Однако Хань Ли разрубил несколько сотен зверей практически мгновенно благодаря своим острым световым мечам. Тем не менее, странные трупы зверей парили в воздухе, не собираясь падать на землю. От этого запах крови в воздухе становился все более плотным. Вскоре, когда Хань Ли почувствовал, что что-то не так, шэньский зверь вскрикнул. Разрубленные трупы превратились в смоляной туман и взметнулись под Хань Ли. Несколько сотен световых мечей продолжали развиваться вокруг Хань Ли, время от времени рассекая черный туман, но, по мере того, как вокруг мечей сгущался туман, они становились вялыми. Тем временем гигантское тело шэньского зверя стало исчезать и вырывалось вперед в полоски черной ци, растворившись в черном тумане. Мгновение спустя две длинные красные тени вырвались из черного тумана и оказались перед Хань Ли. Одна из них нацелилась на голову Хань Ли, а другая — на грудь, и с молниеносной скоростью атаковали его. Если бы Хань Ли не использовал все свои техники для собственной защиты, в том числе глаза духовного прозрения, он бы не среагировал достаточно быстро, чтобы блокировать атаки, полагаясь только на свое духовное чутье. Его лицо стало мрачным. Не используя ни одно из его волшебных сокровищ, золотой свет вспыхнул на его лице, и он плавно взмахнул руками, словно в замедленном движении. Его руки засветились ярким золотым светом, словно были сделаны из чистого золота. Бах-бах. Две золотые руки схватили два алых языка в шары из плоти. Затем их сдавила огромная сила. Плечи Хань Ли просто расплылись, словно ничего не случилось. Старый даосист в шоке наблюдал за происходящим. Преобразующие способности шэньского зверя не только достигли совершенства, но и его огромная сила была известна во всем клане теней. Демонстрация этой силы даже на Хань Ли произвела впечатление, когда зверь своими языками отбросил в сторону гигантскую гору. Теперь этот ничем не примечательный человеческий юноша смог своими руками схватить языки шэньского зверя. Это было просто немыслимо. Однако старый даосист не был по-настоящему обеспокоен. У шэньского зверя было больше способностей, чем просто грубая сила. Как и ожидалось, оба языка оставались неподвижными в руках Хань Ли. Внезапно они сверкнули ярким белым светом и превратились в алых питонов. Яростно открыв пасти, они метнулись к голове Хань Ли. Хань Ли почувствовал, как у него задрожали пальцы, словно языки стали холодными и скользкими, и они оба пытались приблизиться к голове Хань Ли. Синий свет ярко вспыхнул в его глазах, и его золотые руки во вспышке золотого света стали черного и белого цвета. На черной руке было серебряное изображение горы, и ее пальцы стали в несколько раз толще. Внезапно брызнула алая кровь. Рука сжала одного из питонов, разделив его на две части. На каждом пальце белой руки появилось изображение черепа. Одним движением все черепа укусили питона на 7 дюймов в глубину. Затем черепа начали дико вдыхать, вскоре тело змея превратилось в высохшую шелуху. Это были результаты того, что гора божественного света и несокрушимые чевкающие дьяволы были впечатаны в его руки. Эта техника была только одной из техник культивации, упомянутых в мантре «Сокровище тысячи меридиан». Процесс превращения его тела в сокровище был невероятно долгим процессом, но он позволил ему использовать свои сокровища в битве более изобретательно и в несколько раз быстрее. Культивация этой техники не только объединила силу двух сокровищ в его руках, но и объединила силу сокровищ в одно целое. В результате их объединенная сила дала ему больше шансов на победу. Эта неожиданная атака привела к тому, что языки шэньского зверя были уничтожены. Старый даосист явно не ожидал такого. Прежде чем он пришел в себя, в тумане раздались вопли. Вскоре черная ци рассеялась, и перед Хань Ли предстал шэньский зверь. Его тело было размытым и полупрозрачным. Зверь также обладал невидимостью. Вскоре Хань Ли услышал вопли зверя со всех сторон, скрывая его конкретное положение. Даже несмотря на то, что его глаза духовного прозрения были активированы на всю мощь, он не мог видеть сквозь эти иллюзии. Тем не менее, Хань Ли улыбнулся. Он взмахнул рукавами, и оттуда вылетело бесчисленное количество золотых пятнышек. Эти золотые пятнышки, как только вылетели, сразу же увеличились в размере. Они превратились в жуков, полфута в длину. Это были совершенно зрелые золотые прожорливые жуки, для эволюции которых Хань Ли приложил много усилий. Этих жуков насчитывалось более 1000, и все они летали поблизости. В мгновение эйка жуки рассеялись в небе, и несколько из них атаковали шэньского зверя, полностью раскрыв его. Не нуждаясь в команде Хань Ли, золотые прожорливые жуки загудели, набросившись на зверя.
Облако жуков сразу же окружило и поглотило его. Шенский зверь взвыл от боли, и его тело с треском вылетело из тумана. Обычно насекомые не могли ничего сделать против нематериального тела, но в этот раз произошло нечто необычное. Как только черный туман пролетел мимо золотых прожорливых жуков, их жуткие когти вспыхнули золотым светом и твердо прилипли к черному туману, яростно вгрызаясь в него. Под натиском тысяч жуков огромный черный туман мгновенно уменьшился на 1/10. Из тумана раздавались крики боли, но туман продолжал бушевать. Затем из тумана выскочили 10 тонких серебряных змей, каждая из которых шириной 3 метра. Все они проглотили 10 жуков с молниеносной скоростью. Когда змеи исчезли, еще 10 жуков исчезли во рту змея. Но сразу после этого серебряные змеи зашипели и рухнули, превратившись в облака черного тумана. Все жуки вылетели из тумана без малейшего ущерба и продолжили поглощать его. Вскоре после этого черный туман быстро превратился в нескольких животных, специализирующихся на борьбе с насекомыми, но ни один из них не смог ни в малейшей степени поранить жуков. Вскоре черный туман значительно уменьшился в размерах, быстро замедляя скорость появления этих странных существ. Рой жуков смог сожрать черный туман всего за несколько вдохов. Пока старый даосист наблюдал за этим издалека, он смотрел на жуков со странным выражением лица. Золотые прожорливые жуки. Полностью созревшие золотые жуки. Пробормотал старик и без колебаний хлопнул себя по голове. Во вспышке красного света на макушке головы тела появилась малиновая тень. Она сделала круг в воздухе и внезапно превратился в жесткую полосу, несколько раз размывшуюся по мере исчезновения за горизонтом. Тело старого даосиста осталось на месте, но теперь это сморщенный труп. Одного легкого дуновения было достаточно, чтобы он рассыпался в пепел. Ох! Хань Ли неподвижно парил на месте, глядя в ту сторону, куда бежала малиновая тень. Выражение его лица дрогнуло. Он фактически отказался от своего экзотического зверя. Неужели золотые прожорливые жуки настолько известны? С этими словами Хань Ли повернул голову и посмотрел на черное облако. Жуки почти полностью поглотили его. Хань Ли погладил себя по подбородку и помахал рукой, приманивая жуков. Они обвились вокруг него и, превратившись в маленькие шарики, вернулись в рукава. После этого Хань Ли хотел лететь прочь, но его цвет лица сильно изменился, и его тело несколько раз дрожало. Он чуть не упал с воздуха. Как это возможно? Мое духовное чутье настолько истощено, что я чуть не поранил свою душу. Хань Ли быстро заглянул внутрь, и его лицо побледнело. Он использовал все свое духовное чутье ранга пространственного закаливания. В битве он не чувствовал этого ни в малейшей степени. Неужели это? Хань Ли вспомнил о его недавнем использовании золотых прожорливых жуков, и его лицо стало мрачным. Внезапно он махнул рукавом и вызвал одного жука. Тот взмахнул крыльями и облетел поблизости. Он сразу же посмотрел на свое духовное чутье и вскоре застыл в шоке. В тот же момент, когда он выпустил жука, его духовное чутье медленно исчезло, но использование одного жука не навредило ему. Если бы он командовал более 1000 из них, они вызвали бы большую утечку. С его огромным духовным чутьем он вряд ли сможет выдержать это в течение 5 минут. Что было еще страшнее, так это то, что он даже не подозревал об этом огромном потоке. Глава 1373. Воссоединение. Первоначальная радость, которую он испытывал, увидев силу золотых прожорливых жуков, практически исчезла. Несмотря на то, что у него было 8000 полностью созревших золотых прожорливых жуков, если он освободит их всех, он боялся, что его духовное чутье вовсе иссякнет, прежде чем его жуки столкнутся с врагом. Как ни странно, когда жуки не были полностью зрелыми, утечки духовного чутья не наблюдалось. Это оставило его в недоумении. Он не мог игнорировать это внезапное развитие событий. Он должен был, по крайней мере, найти причину этого. Иначе он не посмел бы использовать жуков в бою. Имея это в виду, он махнул на жука. Жук сделал круг в воздухе и приземлился ему на ладонь. Он выпустил нить духовного чутья и обернул ее вокруг жука. В результате он не нашел ничего необычного. Он глубоко вздохнул и задумчиво прищурился. Внезапно что-то пришло в голову, и он махнул рукой. Жук полетел обратно в воздух, и он снова обернул вокруг него свое духовное чутье. Через мгновение он изменился в лице. Духовное чутье, обвивавшее жука, постепенно ослабевало, продолжая проникать в его тело. Хань Ли теперь все понял. Причина, по которой его духовное чутье уменьшалось, заключалась в том, что зрелые золотые прожорливые жуки поглощали его во время полета. Неудивительно, почему его духовное чутье было истощено до такой степени, а он этого не заметил. Выяснив причину, он долго нахмурился и почувствовал, что не может придумать хороший ответ.
Хотя истощение его духовного чутья было только временным и, как правило, восстанавливалось после дневного отдыха, было бы фатальным, если бы это произошло в бою. Независимо от секретной техники или магических сокровищ, на их поддержание требовалось большое количество духовного чутья. Пока он не сможет найти метод решения этой проблемы, он будет держать жуков только в качестве самого последнего средства. Однако даже нескольких жуков было достаточно, чтобы прогнать красную тень. Даже в мире духов у золотых прожорливых жуков была будоражащая репутация. Ранжирование экзотических насекомых, которое он получил от культиватора дьявольского Даа в мире смертных, больше не было актуально в глазах Хань Ли. Учитывать опыт низкосортного культиватора в мире духов было бесполезно, только так же, как и полагаться на списки из мира смертных. Сила полностью зрелых золотых прожорливых жуков превзошла все ожидания Хань Ли. Таким образом, Хань Ли не смел надолго задержаться, выбрав направление, сразу же полетел прочь. Если бы другие не погибли, они, скорее всего, появятся на месте встречи. Хотя метки духовной ци, которые они поместили друг на друга, исчезли, у них был другой способ связи. Пока они не были слишком далеко от другого, они могли установить взаимную связь. 2 недели спустя в небе над пустыней показалась полоска лазурного света. Хотя полоска была лазурной, свет от полета стал тусклым и неярким из-за какой-то техники. Никто бы даже не заметил его, если бы не стал присматриваться. Конечно, это был Хань Ли. В течение 2 недель Хань Ли никого не встретил на своем пути, и даже существа из клана теней больше не преследовали его. Это выглядело так, словно красную тень спугнули золотые прожорливые жуки. Со спокойным сердцем он сосредоточил свое внимание на путешествии. Во время путешествия его истощенное духовное чутье постепенно восстановилось до изначального состояния. В этот момент он возился с глянцевой нефритовой бутылкой, на поверхности которой древними символами были выгравированы слова «таблетка земного очищения». В бутылке было 2 таблетки земного очищения, что ему дали в городе высшего неба. Это была одна из его наград за выполнение опасного задания. Они сказали, что, пока он будет помогать другим в выполнении миссии, ему будет предоставлена полная свобода. Не только ему, но и другим вознесенным культиваторам, которые выполняли опасные миссии, также выдали достаточно таблеток земного очищения. Но чтобы защитить их от отказа от миссии или недобросовестного выполнения миссии, на бутылку с таблетками было наложено мощное ограничение. Если бы культиваторы попытались силой нарушить ограничение, бутылка бы разорвалась вместе с таблетками, уничтожив их. Как только он выполнит свое задание, ему будет отправлен талисман 1000 дистанций для снятия ограничения после нескольких методов проверки. Хань Ли погладил бутылку, и выражение его лица зашевелилось. Духовный свет внезапно вспыхнул из его руки, и он убрал бутылку. В неизвестное время перед ним появилась стая гигантских журавлей. У них были светло-желтые крылья и фиолетовые бородавки на головах. Птицы ясно заметили Хань Ли и с визгом метнулись к нему со всех сторон. Когда птицы приблизились, Хань Ли вздохнул. Его тело вспыхнуло духовным светом, и он исчез. Мгновение спустя он появился в центре группы из 30 желтых птиц. Прежде чем Хань Ли предпринял какие-либо действия, вокруг него появилась одежда сверкающего света. На поверхности сверкающей одежды мерцали золотисто-серебряные дуги молнии, полностью окутав пространство в радиусе 300 метров. Грянул гром, и яростно вспыхнувшие дуги молнии мгновенно испепелили птиц поблизости. Окружающий воздух остался чистым. Хань Ли бесстрастно огляделся и продолжил свой путь. Гигантские полуразбитые колонны и остатки 3-метровых каменных стен, изрезанные ветрами, четко показывали, что они уже не принадлежали ни к какой конкретной конструкции, а простояли там 1000 лет. В самом сердце руин сидела женщина в черной одежде. Рядом с ней из стороны в сторону ходил юноша в фиолетовой одежде. Они оба молчали с серьезными выражениями на лицах. Эти двое были Сяо Хун и Лун Дун. Лицо юноши выглядело обычным. Похоже, он быстро пришел в себя от крупной потери крови, что он использовал, чтобы избавиться от преследователей. Было неизвестно, был ли это результат таблеток или какой-то секретной техники. В противном случае ему бы, по крайней мере, потребовалось бы несколько лет, чтобы прийти в себя. Мгновение спустя двое почувствовали что-то и повернулись в определенном направлении в небе. Они увидели золотое пятно, приближавшееся к ним. Вспыхнув еще несколько, свет погас, раскрывая молодую женщину в белом халате. «Старшая сестра Сяо, господин Дасист Лун, долго ждете? Кажется, с вами все хорошо», — хихикнула молодая женщина. Она совершенно не выглядела раненой. Сяо Хун заставила себя улыбнуться, и на лице Лун Дуна появилась вспышка радости. Юноша вздохнул и сказал: «Я знал, что леди Е довольно умна и что с ней ничего не случится». Осталось еще двое. Кажется, брата Ли могли захватить в плен. Брат Хань также еще не связывался с нами.
Боюсь, с ним могло что-то случиться в погоне клана теней. Женщина в белом халате поджала губы, и ее глаза вспыхнули. В конце концов, она решила промолчать. Молодая женщина медленно спустилась с неба и встала перед ними, неспешно проговорив: «Брата ли, возможно, поймали, но господин Даосист Хань не так прост. Мы можем подождать еще несколько дней». Ся Хун тихо сказал: «Подождать еще несколько дней». В это время года на южном горизонте самые слабые песчаные бури. Если мы пропустим этот период, мы потеряем слишком много времени. Мы можем ждать не более 2 дней. 2 дня должно быть достаточно, сказала женщина в белом и с готовностью согласилась. Вскоре она села в свободном углу и начала медитировать. Спустя полдня медленно в небе раздался гул, привлекший внимание 3 культиваторов. Выражение их лица слегка изменилось, и они переглянулись между собой. Лун Дун сказал: «Я активирую табличку местоположения». Как повезло. С братом Ханем ничего не случилось. Вскоре после этого юноша с кровавой родинкой взмахнул рукавом, и в его руке появилась лазурная пластина заклинаний. Он ударил по ней заклинанием. Пластина загорелась ярким светом, и юноша с родинкой сомкнул руки. Затем пластина исчезла. После этого юноша встал и сложил руки за спиной. Спустя несколько часов тихо появилась полоска лазурного света. Она вспыхнула несколько раз и предстала перед 3 культиваторами. Сделав круг в воздухе, и свет исчез, раскрывая Хань Ли. Лун Дун улыбнулся. «Брат Хан, это хорошо, что с тобой все в порядке. К счастью, нам тоже удалось сбежать из засады клана теней. К счастью, у тебя тоже все хорошо». Хань Ли скользнул взглядом мимо них и улыбнулся. Ся Хун спокойно предложила: «Раз Хань Ли прибыл, мы должны выдвигаться в путь. Если мы будем и дальше медлить, клан теней снова нагонит нас». Лун Дун покачал головой. Слова феи Ся разумны. Это не то место, где мы можем оставаться надолго. Хань Ли и женщина в белом халате также не возражали. Через полдня вся группа разлетелась и продолжила путешествие с усиленным вниманием. На этот раз они пролетели 1000 километров, и перед ними появилась песчаная буря. Немного помедлив, он влетели в нее. Они были окружены желтыми доспехами, и бесчисленные песчаные бури проносились мимо них. Если бы не защитный свет, окружающий их тело, желтые ветры бы насильно замедлили их. Пролетев ровно 1000 километров, Лун Дун, один из лидеров, внезапно остановился. Вскоре после этого остальные участники услышали от него передачу голоса: «Мы на месте. Мы прибыли на южный горизонт». Хе-хе, если бы не 2 бусины, которые они нам давали, боюсь, что даже культиваторы пространственного закаливания не посмели бы лететь сюда. С этими бусинами мы можем безопасно войти. Однако все должны быть осторожны с ветряными змеями, которые живут здесь. Если мы не будем осторожны, мы можем столкнуться с другими опасностями южного горизонта. Ся Хун добавила с серьезным выражением: «Господа, вы также должны быть осторожны с другими существующими опасностями. В конце концов, клан теней уже ожидал нас снаружи, так что они могут быть внутри. Если мы действительно столкнемся с какой-то опасностью, ваше выживание будет зависеть только от вас». Глава 1374. Рассеивающие сны духовные деревья. Хань Ли, не реагируя на их слова, просто посмотрел вдаль засветившимися голубым светом глазами, вглядываясь в песчаную бурю. Он мог видеть, что происходило вдали. В 50 километрах внезапно появилось невероятное предзнаменование. На самом краю огромного горизонта он увидел черное небо, желтую землю и белую линию прямо между ними. Белой линии, казалось, не было ни конца, ни края. Но поскольку это было слишком далеко, изображение было нечетким. Хань Ли поднял бровь, и духовный свет исчез из его глаз. В этот момент остальные возобновили свой полет и направились к обозначенному предзнаменованием месту. Вскоре все они заметили нечто странное. Изначально в небе бурлил черный туман, а под ним бушевали желтые ветры. В месте их соприкосновения появился огромный канал белого света. Затем черный туман и желтые ветры разошлись, открывая расщелину. Независимо от того, сколько черного тумана и желтых песков дуло в расщелину, все это исчезало, словно они падали в пропасть. Это южный горизонт. Как интересно. Молодая женщина в белом халате улыбнулась от увиденного. Лун Дун осмотрелся и сказал мрачным тоном: «Идемте. Это самая слабая песчаная буря. Если мы подождем еще несколько дней, нам придется приложить немало усилий, чтобы добраться до входа». Вскоре он щелкнул рукой, и в его руке появилась лазурная бусина размером с кулак.
Затем он снова щелкнул пальцем, и бусинка закрутилась, а затем несколько раз сжалась. После этого Лун Дун проглотил ее. Другие достали похожую бусину и проглотили его тем же способом. Слой странного света окружил их тело, и вскоре сквозь них пронесся свистящий шторм. Но в момент, когда шторы коснулись блестящего света, они исчезли. Это были бусины ограничения ветра, которые специально для них приготовил верхний эшелон города высшего неба. Недолго думая, они взлетели вверх, оказавшись всего в 3 километрах от горизонта. Внезапно вокруг них вспыхнула невидимая сила, и несколько полос света вспыхнули, втянутые в расщелину. Когда Хань Ли вошел в расщелину, он почувствовал, что сила притяжения ослабла, а его свобода передвижений была восстановлена. Однако появилось тысячи потоков ветра, которые завывали леденящими душу воплями. Внутри расщелины потоки ветров были невероятно суровыми. Если бы не бусины ограничения ветра, которые они употребили ранее, они бы немедленно выпустили свои магические сокровища для собственной защиты. Это потребовало бы некоторой магической силы. Но теперь потоки ветра исчезали при контакте с блестящим светом. Хань Ли огляделся и обнаружил, что его духовное чутье не может покинуть его тело. Он мог использовать только свои глаза духовного прозрения, да и то, чтобы осмотреться на 300 метров вперед. Остальные исчезли из его поля зрения. Он нахмурился. Блестящий свет вокруг него искрился, и он бросился вперед в виде полоски лазурного света, исчезнув в шторме. Несколько дней спустя вход в горизонт внезапно вспыхнул светом, и в него ворвались 2 полоски света. Свет погас, раскрывая 2 культиваторов среднего возраста в расшитой одежде. Все они были одеты одинаково, а на их головах была пурпурная полоса. Их глаза сверкали сияющим светом. При ближайшем рассмотрении у обоих были лица, которые чем-то напоминают Лун Дуна. Однако один из них был довольно бледным, в то время как другой был в рваной одежде, словно он сражался в напряженной битве. Они внимательно осмотрели огромную расщелину и заговорили между собой. Затем они вошли в расщелину, держась за руки. Вскоре алая тень вошла в песчаную бурю, но остановилась перед горизонтом. Она обиженно взвыла от ярости, летая кругами, но в итоге развернулась. Вскоре перед горизонтом остались только завывающие ветры. Несколько месяцев спустя на вершине маленькой зеленой горы Хань Ли стоял в одиночестве на огромном камне и смотрел вдаль. Примерно в 10 километрах от маленькой горы находился гигантский бесконечный лес. Лес выглядел странно. И на деревьях, и на листьях были черные узоры. Издалека все листья выглядели черно-зелеными. Место было целью Хань Ли, и оно было местоположением самой далекой границы лесного клана Леса Черных Листьев. Смотрев на него какое-то время, Хань Ли отвел взгляд и нахмурился в раздумьях. Его прохождение через южный горизонт заняло много времени, но все прошло гладко. По пути не случилось неприятных сюрпризов. Однако остальных еще не было, что немного беспокоило его. Они либо потерялись, либо столкнулись с неудачами. Он появился за горизонтом несколько дней назад и с тех пор никого не встречал. После осторожных размышлений он решил больше не ждать и тупо идти вперед. По дороге он столкнулся с несколькими проблемами, даже уничтожив несколько стай низкоранговых существ перед тем, как добраться до горы. До этого юноша с кровавой родинкой и Сяо Хун уже дали ему подробности о месте назначения. Хань Ли прекрасно понимал, что ему нужно делать. Согласно сказанному, люди, отправленные в лесной клан, включая Хань Ли, обладали высоким статусом. Их целью было скрыться в лесу черных листьев и собирать информацию, оставаясь скрытыми. После этого они наблюдали за передвижениями лесного клана, следя за тем, были ли у них какие-нибудь крупные передвижения. Миссия звучала просто, но половина опасности заключалась в том, чтобы добраться до территории лесного клана через пустыню. Другая опасность состояла в том, чтобы остаться незамеченным в лесу черных листьев. Окружающий лесной клан племена наименьше всего контактировали с людьми. Они знали только, что происходит с лесным кланом, собирая информацию в лесу черных листьев. Людям и демонам нужна была информация о них, иначе они не посмели бы вести с ними войну. Хань Ли тихо ждал там месяц и не видел других. Крайний срок для начала назначения приближался. С приближением крайнего срока и возможным столкновением с проблемой он больше не мог оставаться там. Хань Ли долго размышлял, а затем поднял голову и взглянул вдаль. В небе было 4 солнца, которые сияли в течение 3 месяцев. Вскоре небо станет темным. Согласно его информации, у существ лесного клана не было 5 чувств. Когда они вступали в контакт с врагами, они полагались на свое духовное чутье. Таким образом, высокоранговые культиваторы, которые дали им эту миссию, предупредили их, что, когда они войдут в лес черных листьев, для них было бы лучше двигаться ночью и оставаться скрытым днем. Так было безопаснее. Хань Ли еще раз взглянул на лес вдалеке и в конце концов все решил.
Независимо от того, прибудут ли другие, он был полон решимости открыть бутылку таблетки земного очищения. Он боялся, что ему придется закончить миссию в одиночку. Решившись, Ханли немедленно сел на камень и закрыл глаза. Несколько часов спустя небо потускнело. Ханли, как хищник в засаде, ждал, пока лес не станет темным и тихим. Ханли открыл глаза и внезапно выстрелил вперед во вспышке света, после чего его духовный свет стал тусклым. Он сделал жест заклинания, и его тело превратилось в пятно, словно он был всего лишь иллюзией. По правде говоря, Ханли уже использовал технику сокрытия, когда находился в воздухе. Под покровом ночи он медленно пробирался вперед. В течение 10 километров Ханли летел так тихо, как только мог. Через час он появился на опушке леса. Из-за бескрайних лесных просторов он не мог разом преодолеть лес с существами лесного клана. Тем не менее, Ханли не смел рисковать. Считалось, что внутри сферы влияния лесного клана было рассеивающее сны духовное дерево. Это было единственное защитное дерево лесного клана. У него был широкий диапазон контроля, и оно командовало рядом других деревьев. Оно также обладало различными другими немыслимыми способностями. Конечно, каждое рассеивающее сны духовное дерево имело различную площадь, которую оно могло контролировать, и разное количество деревьев, которыми они могли командовать. Рассеивающие сны духовные деревья в лесу черных листьев уже были проверены разведчиками города высшего неба. Поскольку лес черных листьев находился на самой границе земель лесного клана, рассеивающие сны духовные деревья были особенно внимательны и имели широкий диапазон наблюдения, заполняя различные места в лесу. Но, с другой стороны, рассеивающие сны духовные деревья не могли контролировать большое количество деревьев. Кроме того, они могли воспринимать только существ на стадии пространственного закаливания и выше. Конечно, если бы появился иностранный клан, который осмелился нагло пролететь над лесом, избегая внимания рассеивающих снов духовных деревьев, были бы другие существа лесного клана, кто мог почувствовать их. Поэтому Ханли не только полностью скрывал свою ауру, но и везде, где его ступни касались земли, всегда появлялась пустая тень. Как только он вошел в лес, он стал невидимым пятном. Обладая властной силой плотского тела, Ханли использовал трансформацию 9 ураганов и шаги танцующей дымки, став практически подобным призраку существом. Он мелькал на каждом шагу и в мгновение ока преодолел 50 километров вглубь леса. Услышав свист ветра, Ханли внезапно задумался. Согласно деталям миссии, если все пройдет гладко, он прибудет в определенное место через 3 дня. Получив информацию, его миссия была уже практически завершена. Обнаружение дополнительной информации о лесном клане было не лишним, но не обязательным. По правде говоря, это не было бы проблемой, если бы он больше ничего не делал в этот момент. Он ненадолго остановился и расплылся, странно исчезнув с вершины большого дерева. Между тем впереди раздались тяжелые шаги, медленно приближавшиеся в его направлении. Казалось, что это гигантское существо. В этот момент Ханли уже скрывался в густой листве и оставался абсолютно неподвижным. Мгновение спустя 2 30-метровых зеленых обезьяноподобных зверя прошли. У каждого из них огромный медный трезубец. Глава 1375. Лес черных листьев. На первый взгляд 2 огромных зверя выглядели как гигантские обезьяны. Но их зеленый мех был невероятно длинным, а на голове было по 3 глаза, которые, не переставая, осматривали окрестности. Ханли спокойно наблюдал за ними, когда они проходили мимо. Только после того, как они отошли поодаль, он размылся и достиг далекого дерева. Увидев, как они исчезают, на его лице появились следы недоумения. 2 патрульных зверя не были существами из лесного клана. Почему они появились в лесу? Кроме того, они были разумны, раз у них были огромные медные трезубцы. Неужели это какой-то неизвестный клан? Подумав, Ханли невольно покачал головой. Согласно тому, что он знал, лесной клан был крайне ксенофобским. Они не позволили бы другим чужеземным кланам так смело разгуливаться на их территории. Неужели это были боевые звери, выведенные лесным кланом? Подумал Ханли. Так называемые боевые звери были духовными зверями с другого названия. Подобно людям и демонам, с помощью секретных техник эти чужеземные кланы могли контролировать духовных зверей. Другие чужеземные кланы поняли, что могли приучать древних зверей ради своих собственных интересов после обучения с помощью лекарственных таблеток или чего-то еще. Конечно, у разных рас были разные таланты. Звери, которых они могли тренировать и контролировать, отличались. Не все кланы могли приручать одних и тех же зверей. Двуглавый зверь клана Тени был могущественным боевым зверем, принадлежащим исключительно их клану.
Он также считал, что только у клана Теней был способ укротить его. Относительно лесного клана он не знал, были у них боевые звери. Неужели это новый этап их развития? Хань Ли в течение полдня размышлял о подобных мыслях, но в итоге отложил этот вопрос в сторону. Поскольку эти два зверя с длинным зеленым мехом прошли мимо него, не обнаружив его, он рассчитывал, что у них будет только толстая кожа и плоть. Ему нечего было бояться. В результате тело Хань Ли размылось, и он исчез. Днем позже, под огромным деревом в лесу, Хань Ли угрюмо смотрел на 8 длинношерстных зверей перед ним. Они отличались от 2 обезьяноподобных зверей, которых он видел ранее. Их тело не только были в 2 раза меньше, но и отличались цветом. Мех был огненно-красным, в руках были сверкающие клыки черного волка, а не медные трезубцы. Эти 8 огромных зверей смотрели на Хань Ли, обнажив клыками. Хань Ли ухмыльнулся. Изначально он считал, что звери обладают чрезвычайно слабым духовным чутьем. Но когда мимо него прошла стая зверей, они обнаружили его за деревом и сразу окружили его. Хань Ли взглянул на них своим 3-м глазом, который появился у него на лбу, и нахмурился. Внезапно он что-то почувствовал. Когда он видел тех зеленоволосых зверей, их 3-й глаз был закрыт. В этот момент 8 красных зверей взревели и прыгнули на него, яростно размахивая своими клыками. Их клыки сразу же загорелись зеленым светом, выпуская сильные ветры в направлении Хань Ли. Хань Ли вскинул лоб, но не собирался их блокировать. Он просто взмахнул рукавом. Из его рукава вылетело 8 маленьких золотых мечей и расплылось, быстро обвиваясь вокруг каждого из зверей. Вжух! Их головы слетели с шеи, как капуста. Затем 8 мечей дрогнули и вернулись к Хань Ли, а трупы на земле уже стали кровоточить зеленой кровью. Хань Ли махнул другим рукавом, выпустив огненные шары, и сжег трупы дотла. Сделав это, Хань Ли расплылся, оставляя после себя ряд остаточных изображений, направляясь вглубь леса. Но вскоре после того, как он ушел рядом с тем местом, где все произошло, появились 2 огромные световые полоски. У каждого из них было по 2 глаза размером с фут. Зеленые глаза бесстрастно оглядывались и смотрели в направлении исчезновения Хань Ли. В радиусе нескольких километров, в зарослях ничем не примечательных деревьев, появилась еще одна пара зеленых глаз. Пара зеленых глаз молча смотрела на воздух в 300 метрах. Мужчина и женщина стояли плечом к плечу. Мужчина был в зеленых одеждах, а женщина в черных. Это были Лун Дун и Сяо Хун. Эти двое общались между собой с помощью передачи голоса. На земле рядом с ними лежала дюжина зверей с красным и зеленым мехом. Брат Лун, эти существа кажутся слабыми, но они могут видеть через наши техники сокрытия. Мой флаг иллюзорной дымки может скрыть меня даже от культиваторов моего ранга, сказала Сяо Хун через передачу голоса. Со следом недоумения на лице Лун Дун ответил, это должно быть как-то связано с их 3-м глазом. Звери, которые рождаются с несколькими глазами, имеют особые способности. В этом случае мы должны быть осторожны. Скорее всего, так и есть. Идем. Нам нужно догнать эту девушку, иначе она попадет к ним в руки, сказала она с мрачным выражением на лице. Лун Дун странно улыбнулся и сказал серьезным тоном: «Хе-хе. Я не ожидал, что ты и эта девушка возьмете это задание с секретным планом. Жаль, что этот предмет не имеет большого значения для нашего клана Лун. Тем не менее, фея Сяо не должна забыть о нашем предыдущем соглашении. Предмет достается тебе, а она — мне». Сяо Хун фыркнула в ответ, хотя мне также интересна ее небесная кровь Феникса, этот предмет важен в глазах клана. Я знаю, что важнее. Хе-хе, это хорошо. Идем, усмехнулся Лун Дун. Размывшись в воздухе, они исчезли. В другом направлении странное белое изображение быстро пронеслось мимо лесной подстилки. Он путешествовал с невероятной скоростью. Лес черных листьев был таинственным местом со многими слоями ограничений. Под серебряным деревом, бледневшим по размеру в сравнении с остальными, со скрещенными ногами сидело несколько темных фигур. Одна из них внезапно открыла темно-зеленые глаза, сияющие золотым светом. Она издала короткие странные крики. Другие фигуры тоже открыли глаза. Среди них была фигура, которая была намного выше других. Она испустила странный стон, словно что-то спросила. Фигура, которая сначала вскрикнула, сразу же присела и начала почтительно мычать в ответ. После этого высокая фигура произнесла ряд команд. Остальные сразу же встали и окружили небольшое дерево. Высокая фигура взревела и указала на небольшое дерево рядом с ним. Внезапно рядом с деревом вспыхнул зеленый свет и вошел в него. Внезапно серебряное дерево задрожало, и у него открылось несколько серебряных глаз. В то же время оно выпустило несколько серебряных пучков света размером с чашу, поражая каждую из фигур.
Как только лучи света коснулись их тела стали расплывчатыми, и они исчезли. Хань Ли, естественно, не знал, что происходит в других частях леса. Он старался путешествовать как можно более скрытно. Его дальнейший путь прошел необычайно гладко. Кроме случайных встреч с длинношерстными зверьми, он больше ничего не видел, включая существ из дерева. Хотя это было поводом для радости, Хань Ли невольно чувствовал себя довольно напряженно. Немного подумав, он решил, что в этом нет ничего необычного, учитывая огромный размер леса. И поскольку задание было ключом к его столь нужным таблеткам земного очищения, он не мог отказаться от миссии теперь, когда зашел вглубь леса. Таким образом, даже со следом беспокойства в уме, Хань Ли продолжал двигаться вперед, оставаясь настороженным. 2 дня спустя Хань Ли остановился на вершине тонкой ветки дерева. Его тело, казалось, практически ничего не весило. Он посмотрел на холм высотой 300 метров, что был неподалеку. На холме практически не было деревьев, но все они были древними. Хань Ли долго смотрел на холм, а затем щелкнул рукой, вызвав угольно-черную пластину с заклинаниями. Сердцевина пластины заклинаний мерцала белым светом. Он опустил голову, мельком взглянув на пластину, а затем посмотрел на холм вдалеке. Затем он ударил по пластине лазурной печатью заклинаний. Внезапно на нее загорелся черный свет, и белое пятнышко вылетело, сделав круг вокруг платину. Оно выпустило тонкую белую нить, указывающую на древнее дерево на холме. Глаза Хань Ли зашевелились. Указанное древнее дерево было наполовину сморщенным. Оно было выше 100 метров, а его поверхность была обожжена черным, словно в него ударила молния. Нижняя половина дерева была желтой, а корни — зелеными. Хань Ли на мгновение посмотрел на него и, прищурившись, медленно высвободил свое духовное чутье и осмотрел свое окружение. Вскоре он открыл глаза и почувствовал облегчение. Он был один. Хань Ли не стал, сразу же отправился в путь. Задумчиво прищурившись, он взмахнул рукавом и вызвал несколько сверкающих серебряных шаров, а затем открыл рот и выплюнул несколько серебряных огненных птиц размером с кулак. Птицы сделали вокруг него круг и увеличились в размерах. Затем они подлетели к его ладони и поглотили каждый из серебряных шаров, и сразу же после этого зарылись в землю. Сделав это, Хань Ли провел рукой по своему браслету для хранения, выпустив набор лазурных флагов заклинаний. Он без слов бросил их перед собой. Из флага вырвалось 8 зеленых полос, вырвались и исчезли вокруг холма. Хань Ли продолжил, сделав жест рукой и тихо произнося заклинание. Слой зеленого света окружил холм, но Хань Ли тут же сделал жест заклинания, и свет стал невидимым. Сделав это, Хань Ли вздохнул и спрыгнул вниз. Размывшись несколько раз, он добрался до края холма. Во вспышке зеленого света он исчез.